Привет, ARMY. Снова добро пожаловать на канал Ежедневный поп-музыка. Сначала ничего необычного не заметили. Джин говорил спокойно, сосредоточенно, совершенно ничего не подозревая. Но если присмотреться, то происходило нечто другое. Взгляд. Пауза, которая длилась на секунду дольше, чем нужно. Момент, запечатленный камерами, но не Джином. И как только фанаты заметили, что сделали Тэхён и Чингук позади него, все изменилось. Потому что это не было просто совпадением, и уж точно не случайностью. Поначалу комната казалась обычной. Яркий свет, знакомые лица, обстановка, которую фанаты видели бесчисленное количество раз. Джин говорил спокойно, собрано, тщательно подбирая слово. В его голосе чувствовалась ответственность, та, которая приходит, когда тебя слушают миллионы. Для любого, кто смотрел это мимоходом, это был просто еще один момент, еще один ролик, который тихо промелькнет в ленте новостей. Но такие моменты опасны, потому что именно в мельчайших деталях часто все рушится. Позади Джина, чуть в стороне от центра внимания, Тэхён переместил свой вес. Это не было драматично. Это не было громко. Просто едва заметное движение, которое большинство людей никогда бы не заметили, если бы специально не искали. Его взгляд метнулся не к камерам, не к Джину, а в сторону, к Чингуку. Чингук мгновенно это заметил. Не было ни улыбки, ни смеха, ни игривого выражения лица, к которому привыкли фанаты. Вместо этого была пауза, замешательство, длившееся меньше секунды, но почему-то ощущавшееся дольше. Его челюсть слегка напряглась, словно он сдерживал реакцию, которую не хотел показывать миру. Джин продолжал говорить. Он не обернулся. Он не почувствовал изменения в воздухе позади себя. Он не видел нарастающего напряжения, которое никогда не должно было быть замечено. Но камеры заметили. Выражение лица Тэхёна изменилось. Не на гнев, не на печаль, а на нечто гораздо более тревожное – контроль. Это чувство возникает, когда знаешь, что за тобой наблюдают, и решаешь ничего не показывать. Его пальцы коснулись края рукава, затем остановились, словно в последний момент он понял, что даже это движение может сказать слишком много. Чингук сглотнул. Фанаты позже будут снова и снова пересматривать этот момент, замедляя, приближая, споря о кадрах. Некоторые скажут, что это ничего не значит. Другие будут настаивать, что это значит все. Но в тот момент это казалось реальным. Необработанным. Нефильтрованным. И это не выглядело случайным. Там была история. Не та, что написана в заголовках, а та, что хранилась молча, созданная на совместных сценах, долгих ночах, невысказанных разногласиях и неразрешенных эмоциях, потому что никогда не было времени, чтобы как следует с ними столкнуться. Голос Джина продолжался, спокойный и ободряющий, совершенно оторванный от того, что происходило всего в нескольких шагах позади него. Тэхён наконец снова посмотрел вперед, слишком быстро, словно кто-то закрыл дверь, прежде чем кто-либо успел увидеть, что внутри. Чингук последовал за ним секунду спустя, но его выражение лица так и не восстановилось. Его взгляд задержался на отражении Тэхёна на мгновение дольше, чем нужно. Достаточно долго, чтобы камеры это запечатлели. Достаточно долго, чтобы фанаты это почувствовали. Что-то было не так. Недостаточно громко, чтобы прервать момент. Недостаточно очевидно, чтобы остановить разговор. Но достаточно ощутимо, чтобы оставить след. К тому времени, как Джин закончил говорить, напряжение уже спало, тихое, невидимое, но невозможное для игнорирования, как только вы поняли, что оно есть. И самое тревожное. Это был не первый раз, когда фанаты это чувствовали. Просто впервые камеры сделали это невозможным для отрицания. Видеоролик закончился, но тишина, которую он оставил, была громче всего, что сказал Джин. Через несколько минут фанаты начали пересматривать видео. Не один, не два, а десятки раз фокус сместился с слов Джина на пространство позади него, на те части кадра, которые изначально не должны были иметь значения.
И вот тут-то все и развалилось. Сначала это был просто комментарий. Кто-то указал на паузу. Другой заметил взгляд, который Чингук бросил на Тэхёна. Третий упомянул, как напряглась поза Тэхёна именно в тот момент, когда Джин выделил свою фразу. По отдельности эти детали ничего не значили. Но вместе они образовали закономерность, которую было трудно игнорировать. Тэхён стоял неподвижно, но его плечи были напряжены, словно он готовился к чему-то, чего так и не произошло. Его взгляд не блуждал, как обычно, когда он был расслаблен. Он оставался острым, настороженным, наблюдающим. Чингук же, напротив, выглядел встревоженным. Он один раз изменил позу, затем остановился, словно вспоминая, где он находится. Его руки сжались, затем расслабились, затем снова сжались. Не нервозность, не скука. Фанаты заметили этот момент. Каждый раз, когда Джин делал паузу между предложениями, взгляд Чингука мерцал. Каждый раз, когда Джин говорил с уверенностью, выражение лица Тэхёна становилось все жестче. Это было едва заметно, почти жестоко, потому что это легко было пропустить. Но однажды увидев это, уже не развидеть. Что еще хуже, так это то, чего не произошло. Никакого утешения. Никакой семейной атмосферы. Взгляд. Никакой молчаливой шутки, чтобы разрядить напряжение. Просто дистанция. Такая, которая ощущается тяжелее конфликта. Некоторые фанаты начали сравнивать это с более ранними моментами, временами, когда Тэхён и Чингук стояли близко, не задумываясь, когда зрительный контакт был естественным, когда тишина казалась комфортной, а не напряженной. Контраст был тревожным. Это не ощущалось как рост. Это не ощущалось как зрелость. Это казалось незавершенным. А Джин оставался в неведении, или, по крайней мере, так казалось. Он тихонько рассмеялся в конце высказывания, разряжая атмосферу, как всегда. Профессиональный ход. Инстинкт лидера. Комната отреагировала. Но за его спиной энергия не изменилась. Тэхён не расслабился. Чингук не улыбнулся. Вскоре камеры выключились, переключившись на более безопасные ракурсы, более легкие моменты. Но к тому времени было уже слишком поздно. Правда, или ущерб, уже была запечатлена. Появились многочисленные предположения. Это был спор? Недоразумение? Что-то, что произошло за кадром и так и не разрешилось. Или что-то гораздо более глубокое, что-то, что нельзя исправить словами. Самая тревожная теория была не о конфликте. Она была о молчании. Идея о том, что то, что существовало между Тэхёном и Чингуком, не было новым, оно тщательно скрывалось долгое время, управлялось и контролировалось, пока один маленький, неосторожный момент не позволил ему вырваться наружу. И этот момент произошел за спиной Джина. Потому что иногда самое безопасное место для того, чтобы правда всплыла наружу, это там, где никто не должен смотреть. Но кто-то всегда смотрит.